Здравствуйте, мы с вами опять на территории гласности. Я Наталья Болтянская. Наши гости: Георгий Александрович Сатаров, руководитель фонда «Информатика для демократии». Здравствуйте. Михаил Геннадьевич Делягин, экономист, руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук. У меня такое впечатление, что есть два каких-то, знаете, таких независимых множества. Одно из которых – это паноптикум. Это когда сидит народ и откровенно ржет над перлами, выдаваемыми каждые 10-15 минут. А с другой стороны, это человеческие судьбы. Это люди, которых, извините за цитату невольную, мочат в сортире конкретным образом. И с третьей стороны, в комментарии к статье Йенса Зигерта, опубликованной недавно в одном из иностранных журналов, я прочитала замечательную совершенно мысль. Таким образом, пишет дама, хотелось бы знать, каким образом выпустить Ходорковского и Лебедева так, чтобы, извините, пожалуйста, за такое слово, не обкакалась российская власть. Будем считать, что вопрос задан. На самом деле решений много. Одно из банальных и систематически применяемых в наших судах, особенно в уголовном правосудии, это присудить срок покрываемой величиной следствия. Ведь они сейчас находятся, напоминаю, в предварительном заключении. Да. Это очень важно, что они в предварительном заключении. Процесс идет уже больше года, да? Правильно я помню? Да, в марте 2009, по-моему, начался. Да. И год еще будет идти. Это точно совершенно. Потому что они не знают, что делать дальше. Правильно? Во-первых, куча свидетелей и так далее. Все это идет очень медленно, они не знают, что делать дальше. Мы же предполагаем, что вот вдруг зреет политическое решение выпустить, да? Я не знаю, тяжелая экономическая ситуация, проблемы с активами на Западе у кого-то или еще что-нибудь, да? Тут простое решение, судье говорят, вот решение такое-то и все. Вперед. Конечно. Но я думаю, что для того, чтобы принять любое решение, вот любое, да, неважно какое, чтобы принять решение, должны пройти следующие итерации. Первое. Должно стать ясно, кто из наших, как бы сказать помягче, вождей, дорогих руководителей, великих учителей идет на выборы в 2012 году. Они же не будут там соперничать, да? Парламент же не место для дискуссий. Пауль знает. Пауль знает, но, к сожалению... Не говорит. Он же умный осьминог, он же не хочет, чтобы его зажарили. Второе, значит, тот, кто пойдет, он должен будет понять, в каких обстоятельствах он пойдет на эти выборы. Что будет происходить ему что будет выгодно и с какой точки зрения? Вот тут сразу возникает вопрос к вам обоим. Что будет выгодно? Ведь когда Медведев стал президентом, была, извините, может быть, я наивная, была некая слабая надежда, что он не захочет брать себе путинский процесс. Боюсь, ни Путин, ни Медведев не очень сильно этим управляют. Понятно. А кто же этим управляет? Значит, это стихия. Кто управляет, вот только что дождь прошел. Кто этим управляет? Это бюрократическая стихия. Нет, Георгий Александрович. Я серьезно говорю, Мне наш с вами разговор напоминает бессмертный диалог на Патриарших прудах. Сам человек и управляет. Да нет, говорит Воланд, сам человек ничем управлять не может. Есть свои природные социальные процессы, на которые они повлиять не в состоянии. Эта машина огромная, стозевная лаяй под названием бюрократия, она этими гавриками не управляется. Вот что надо понимать. Понятно. А чьи-то... Хорошо вы думаете о людях, Георгий Александрович? Да я не о людях, я о природе. Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что, по крайней мере, у одного из них есть очень четкие, очень внятные интересы и, как говорил один из наших соседних руководителей, позиция. Хорошо. Но мне не дает покоя один единственный вопрос. Вот существуют граждане, которые могут ходить на сегодняшний день голосовать, могут не ходить. Все будет, как сказал товарищ Посчитают правильно. Посчитают правильно. Но мы с вами как это, люди или твари дрожащие? Мы имеем хоть минимальную возможность влиять на происходящее. Каждый из нас здесь, сидящих в этой студии, не раз и не два бывал на процессе. Вот тот же самый Зигерт, уже упомянутый мной, он в своей этой статье написал, что с его точки зрения западные политики должны жестче поставить этот вопрос и должны, как бы сказать, выжать из российских руководителей некие подвижки, позитивные, поступательные шаги по делу Ходорковского. Западные политики, как мне представляется,
очень четко занимают позицию, что, ребята, Это ваше дело. у вас дело... Нет, нет. Зачем? Зачем? У вас дело Ходорковского. У вас уязвимое место. По поводу общества, да, на самом деле зависит и многое, но, как говорил Наполеон, побеждают большие отряды. Таких отрядов пока нету. Но, можно сказать, есть отчетливо где-то в пределах 15% недовольных. Но тут дело не в установках, а дело в готовности к активности. К действиям. Потому Да. что я бы с вами не согласилась насчет 15%. Мне кажется, что в России проще посчитать довольных. Довольных труднее, потому что для того, чтобы высказать недовольство, сейчас нужно большие усилия. А среди тех, кто говорит доволен, есть а. реально довольные, и б. знающие правильный ответ. Приплясывающие. Да. Ну, даже не приплясывающие, просто знающие правильный ответ. Это просто нормальный конформизм. Для общества, значит, вот эти 15%, они просыпаются и готовы к активности при одном очень важном условии, когда они начинают чувствовать примерно следующее, можно так сформулировать: о, это мое время. Вот сейчас вот этого ощущения у недовольных пока нету. Они ощущают это время как чужое, не мое. Понятно. И так далее. То есть критический момент еще не настал. Не настал. Вы согласитесь конечно. с этим? Полностью, потому что критический момент будет, когда у нас будет системный кризис, когда нас заворует международный резерв, все. И как в свое время товарищ Кириенко с компании вышли и сказали: ребята, извините, деньги кончились, мы поехали отдыхать в Австралию. Но я хотела бы все-таки вернуться в завершении нашей с вами встречи к процессу Ходорковского и Лебедева, который является и таким символом эпохи, если хотите. Символом десятилетия уж точно. Можно ли предположить, что кто-то из вас предложит какой-то выход? Выход из ситуации. Ситуация патовая. Каждый день мы имеем Симпсонов. Вот каждый божий день, кроме субботы и воскресенья. Да. И все бы это действительно было я бы не стал обижать Симпсонов. Ну, я не смотрела. Вахтина не стоит сравнивать. Это скорее Бивис и Батхед. Ну хорошо. Ну вы опять ерничаете. Я не ерничаю. Кому предлагать выбор? Между прочим, вы, Михаил Геннадьевич, были тем человеком, который однажды в эфире «Эхо Москвы» сказали, что поведение Ходорковского во время ареста и во время процесса ваше личное к нему отношение сильно улучшило. Да. Очень сильно. Да. На самом деле большего идиотизма с точки зрения власти, чем этот процесс, придумать трудно. Мне тоже приходилось несколько раз об этом говорить, что у них был шанс. Я имею в виду этих думвиров, там, их челяди, сделать так, чтобы их действительно забывали. Ну да. Но сначала они там устраивали постоянные, значит, придирки преследования, о которых звонили. Теперь затеяли этот процесс, который не просто поддерживает там реноме, внимание и так далее, но действительно наращивает. Потому что параллельно на это накручиваются иски в Европейском суде. Ваш персонаж, которого вы охарактеризовали, точнее не вы, а задолго до вас охарактеризовали как чудище Обла, Озорно, Стазевна, еще Илоей. Там важно не это, а важен страх. Потому что зачем им Путин, зачем им Медведев? Это пиар-прикрытие вот всей этой, значит, стозевной лояй под названием бюрократия. Им нужны рейтинги их, да, вот это важно. Им нужны не рейтинги, им нужна безнаказанная возможность сделать все, что они считают нужным. Ну, так это прикрывается этими, их стабильность, которую они так любят, прикрывается этими рейтингами, этими персонажами, которые заняты 10 лет пиаром. Больше ничем. В общем, как ни грустно, нашли персонажа. Вот это вот самое лояй, под кодовым названием «Лояй», которая, судя по всему, на данном этапе неубиенна, которая, судя по всему, на данном этапе не поддается никаким, так сказать, логическим конструкциям, которая не подчиняется ни одной из двух голов нашего двуглавого орла, которая параллельно делает, извините, цитирую, биографию нашему Рыжему. И мы все, извините, сложив ручки, сидим и ждем, каким образом сделают эту биографию этому Рыжему, тому Рыжему и третьему Рыжему. Это очень печально, господа, но я надеюсь, что мы еще продолжим обсуждение этой и других тем на, к сожалению, не самой широкой территории гласности.